Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить автомодели «Газель» в масштабе 1 к 43. Данная модель выпускалась на российском предприятии «Агат» в городе Маркс Саратовской области, которая позже стала Massar холдинга Инкотекс. Период выпуска «Газели» на этом предприятии с 2002 по 2012 год. Модель саратовского завода была копией на реальный российский малотоннажный автомобиль, производимый на Горьковском автомобильном заводе с 1994 года. Этот автомобиль появился на постсоветском пространстве в эпоху становления мелкого и среднего бизнеса очень кстати, так как существующие на этот момент советские автомобили для этих целей уже очень плохо подходили, как с точки зрения экономичности, так и несовременности. Завод ГАЗ создал огромное количество разнообразных модификаций «Газели», которые покрыли очень много потребностей в разных отраслях народного хозяйства как России, так и зарубежных стран. Стоит также отметить, что выход в свет данного автомобиля полностью уничтожил выпуск латвийского РАФа и значительно приостановило поток иностранных БУ автомобилей этого класса из-за границы. В период с 1994 по 2005 с конвейера вышел миллионный автомобиль этой марки, что являлось уникальным на тот период для отечественного производителя. Саратовская «Газель» производилась около 10 лет, и на протяжении этого периода было создано довольно много разнообразных модификаций как гражданских, так и спецмашин. Общее исполнение модели по оценкам коллекционеров очень неплохое, хотя есть некоторые недочеты по покраске и по сборке, а также некоторые модели иногда подвержены цинковой чуме. Корпус модели был металлический, а днище и фурнитура пластиковая. В отличие от китайских аналогов, открывающихся частей у российской модели не было. Модель была разборная, а найти винтик крепления днища к корпусу можно было под масляным картером. Степень проработки деталей модели в некоторых местах очень достойна, и если поначалу путаешь их с китайскими аналогами, то потом все-таки разница видна и она очевидна. Это прежде всего касается днища, на котором проработана и выхлопная система, и кардан, и рессоры, и топливный бак. Хорошая детализация дисков колес, ручек дверей, зеркал, дворников, оптики и, конечно, сама геометрия кузова очень реалистична. Лично мне не сильно нравятся мигалки на моделях, которые по виду как от китайских игрушек. В общем, модель оставляет приятное впечатление, и хотя я в своей коллекции больше не имею агатовских моделей на сегодняшний день, но ностальгические воспоминания о поездках на «Газели» маршрутке в институт в студенческие годы заставили меня купить себе в коллекцию одного из саратовских представителей, и покупка меня очень радует. По периодам производства и отличиям нужно рассматривать каждую отдельную модификацию «Газели», но в общих чертах они одинаковы. Самые ранние «Газели» 2002 года имели решетку радиатора первого типа из черного пластика, передние поворотники были красными, реже желтыми, фары были прямоугольными. В бампере был вырез под фары, а изнутри над вырезами штырьки для крепления этих фар. Самих фар не ставили. В 2003 году прорези убрали, но штырьки внутри все еще оставались. На моделях начиная с 2005 года штырьки уже исчезли. «Газель МЧС», кроме перечисленных признаков, имеет еще один, который присущий более ранним вариантам исполнения. На верхней части автомобиля нанесена надпись «Саратовская область». В поздних моделях для унификации эту надпись убрали. Модели более позднего периода решетка радиатора уже получили хромированную, которая клеилась сверху черной пластиковой решетки. Фары были все еще прямоугольными, а передние поворотники были уже белыми. В самых поздних моделях появляется уже другая хромированная решетка радиатора с мелкой насечкой, и фары становятся не квадратными, а раскосыми. Моя «Газель МЧС» скорее всего относится к моделям переходного периода от пластиковых решеток радиатора с красными поворотниками к решеткам радиатора с хромированными накладками и белыми поворотниками, так как она имеет признаки и одного и другого периода. Коробок для этой модели могло быть несколько вариантов, и отличаться они могли прежде всего названием завода-изготовителя, который менялся с Агат на Massar, и связанные с этим изменения реквизитов, логотипов и цветов. Цена на эту модель на сегодня зависит прежде всего от ее редкости с точки зрения цвета, наличия каких-то необычных надписей или же редких экземпляров спецмашин небольшого тиража. Цена на стандартную «Газель» позднего выпуска в хорошем состоянии стартует от $10-15. Модели ранних периодов на аукционах встречаются нечасто, и цену на них спрогнозировать сложно. Исходя из предложений на рынке, думаю, что могут на них ставки доходить и до $100. Всем спасибо за просмотр этого видео и интерес к моему каналу. Надеюсь, было интересно и познавательно. До новых встреч в эфире!